На связи, знаю, у нас Илья Попов, SEO в Comeback Mobility. Могу ли я сейчас увидеть и услышать Илью? Всем привет! Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Расскажите о вашем проекте, сколько ему уже времени, лет, месяцев, дней и как его начинали? Вы знаете, идея проекта началась, наверное, в марте 2021 года. Все началось, когда я получил травму руки, участвуя в профессиональных боях в Таиланде. И после этого я восстанавливался долго, и реабилитация прошла значительно больше по времени, чем мне говорили изначально доктора. Ну и, собственно, прочувствовав эту боль на себе, мы начали искать решение, которое могло бы помочь восстановлению людей. И после этого мы много раз меняли идею проекта. То есть началось все с устройства, которое помогает реабилитировать руки. Потом мы переключились на стельки для детей с ДЦП. Потом мы переключились на другие решения. И собственно, так мы пришли к насадкам на костыли, которые помогают дозировать нагрузку и быстрее восстанавливаться после переломов и других травм ног. Собственно, решение это основывается исключительно на обратной связи пациентов, врачей по всему миру. Расскажите, до того, как вы создали этот проект, у вас уже были какие-то проекты или это первый ваш успешный стартап? До этого у меня был один экзит, на русском языке выход из проекта, который я осуществил в деньги. Я делал приложение, которое позволяет бронировать спортивные сооружения для групповых сборов, для учебно-тренировочных сборов. Мы вышли из него на этапе, когда у нас ежемесячный доход был более $200 тысяч. Ну и, собственно, после этого я уехал в Таиланд для того, чтобы заниматься любимым делом. А какое ваше любимое дело? Тайский бокс. Так. Ну и, собственно, ваше любимое дело и привело вас, я думаю, по длинной цепочке к тому, чтобы создать проект. Достаточно интересная и нетривиальная история. Как много времени у вас ушло конкретно на проработку этого проекта? Я сейчас говорю уже, когда у вас сформировалась какая-то остаточная концепция. И вот написание этого проекта сколько должно занимать времени? Потому что сейчас вот мы читаем, что от нескольких месяцев надо закладывать на написание непосредственно плана. Действительно очень интересный вопрос касательно того, сколько времени нужно выделять на какие этапы. С моей точки зрения, наиболее важное является валидация гипотезы, когда мы подтверждаем, что действительно данный продукт будет востребован рынком и будет помогать и пациентам, и врачам. Поэтому мы порядка 3 месяцев исследовали, проводили опросы, 74 врача из Штатов, из Японии 3 врача нам дала обратная связь, из Германии врачи, из СНГ. После того, когда мы убедились, что действительно этот продукт будет представлять интерес, то разработка самого MVP, минимальной жизнеспособной версии продукта, она заняла у нас всего 3 месяца. Но, собственно, есть такое мнение от инвесторов из Кремниевой долины, что если вы делаете продукт больше, чем 3-4 месяца, это уже не минимальная версия продукта, это вы уже делаете продукт ради продукта, а не ради того, чтобы проверить гипотезу. Собственно, мы и проверили, сделав за 3 месяца какие-то минимальные функции в этом продукте, мы раздали их сразу же пациентам, сразу же врачам и проверили то, что продукт решает данную проблему. Скажите, пожалуйста, у меня к вам будет еще один вопрос как человека, который, я уже могу сказать, что съел на этом собаку. Мне кажется, что вы можете дать несколько советов, какой-то кратенький чек-лист тем ребятам, которые только начинают свой путь в этой сфере. Какие главные ошибки можно допустить, как их избежать? Я думаю, что я сейчас не открою Америку, но повторю мнение многих инвесторов. Во-первых, нельзя основываться на собственном мнении, необходимо слышать рынок, слышать пользователей, и нельзя пропускать важные этапы. Сначала необходимо проверить жизнеспособность, возможность реализации данного продукта, потому что можно придумать что-то, а потом это невозможно будет реализовать, по крайней мере, в промышленных масштабах или быстро масштабируемое. Затем необходимо
проверить, насколько данный продукт, вот минимальный продукт, действительно решает ли он проблему, и решает ли он в десятки раз лучше, чем все существующие решения, которые существуют вообще в мире. Ну и третий этап, на котором мы на данный момент находимся, это проверка бизнес-модели. То есть у нас есть гипотеза, что мы будем зарабатывать там x10 от денег на привлечение клиента. То есть, например, у нас один доктор, стоимость его привлечения $30, а в течение года один доктор нам может генерировать там, $400 дохода. То есть соотношение очень классное. Для любого инвестора это очень привлекательные цифры. Но для того, чтобы это обосновать, необходимо на реальном примере проверить. Вот каждый этап нужно проверять и подкладывать реальные цифры и реальных людей, и реальную обратную связь. Ничего нельзя брать из головы, ничего нельзя делать, основываясь на догадках и каком-то своем собственном убеждении. Исходя из того, что вы сказали, хочется вас спросить, из скольки человек состоит ваша команда, и стоит ли надеяться на то, что, например, если человек создает свой стартап, в каком составе была команда в самом начале, в таком она и будет в самом конце? Безусловно, намного выгоднее сохранять ключевую core team, сохранять экспертизу людей, которые с самого начала были в проекте. У нас текучки нет, то есть все люди, которые с нами начинали, они сейчас и продолжают с нами работать. Сейчас 12 человек. Для того, чтобы не было текучки кадров, необходимо привлекать действительно core компетенции, которые не хватает у фаундера. Ну и, конечно, я начинал один. Потом ко мне присоединилась моя кофаундер Лиза Воронкова, которая является просто гением в технической сфере и которая занимается промышленным, всей частью, связанной с хардом. Я могу сфокусироваться на софте и на бизнес-модели. И у нас таким образом формируется баланс, мы дополняем друг друга. Хорошо, спасибо вам большое за то, что присоединились к нам этим утром. Желаю вам хорошего, продуктивного дня. Возможно, он будет сегодня наполнен еще какими-то интересными идеями, которые вы сможете воплотить.